Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Дом и сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит у вас возник вопрос. Почему томаты цветут, но не завязываются? Что делать? Как это исправить? В этом видео я попробую ответить примерно на такие вопросы. Что делать, если помидоры цветут, но плохо завязываются? Что нужно сделать для хорошей завязи томатов? И как заставить кусты помидоров плодоносить, что называется, достойно? И таким образом отблагодарить вас хорошим урожаем за колоссальный труд при выращивании этих растений. Почему плохо завязываются помидоры в открытом грунте или в теплице? Причина первая – полив. Полив влияет на состояние цветов и завязи. Недостаточный полив приводит к опаданию цветов, а излишний – к появлению вершинной гнили и растрескиванию плодов при созревании. Полив также влияет и на опыление. Если сухо и пыльца пересохшая, она не прорастает в маточках цветка, и плоды не завязываются. Для прорастания пыльцы в цветке необходимо оптимальное увлажнение и растения, и воздуха. Также помидоры будут плохо завязываться, если пыльца просто не попадает в маточки цветов. Обычно это бывает в теплицах, где нет движения воздуха, и в открытом грунте в тихую безветренную погоду, или в местах на грядке, которые не продуваются ветром. В таком случае для лучшего опыления рекомендуется в сухой период дня, когда пыльца наиболее сухая, руками слегка встряхивать растения, чтобы пыльца попадала в маточки цветков и там прорастала. В теплицах это делают с помощью специальных вибраторов, которые являются неотъемлемым атрибутом работников теплиц, в которых растут томаты. Очень часто огородники жалуются на опадание бутонов и цветов. Чаще всего это явление следствие неблагоприятных условий. Каких именно? Во-первых, могла быть высажена перерослая рассада с бутонами и цветами. Во-вторых, это может быть недостаток солнечного света в тот период, когда зацветает растение, много пасмурных дней. В-третьих, это высокая температура воздуха, пыльца пересохшая и не прорастает в маточках цветка, потому что она практически не жизнеспособна. Или низкая температура воздуха, менее 15 градусов. В этом случае растение себя защищает от плодовой нагрузки и пыльца незрелая. Также созревание пыльцы задерживается из-за высокой влажности воздуха, более 80-85%. Теперь поговорим о том, как помочь растению увеличить количество завязи. Другими словами, как заставить плодоносить помидоры и что нужно сделать для завязи помидоров. Думая о том, что надо регулярно поливать томаты, вы уже догадались. А если они высажены в теплице или на непродуваемой грядке, регулярно встряхивать цветущие кисти помидоров для лучшего опыления. Теперь пришло время вспомнить и о таком важном химическом элементе, как бор. Бор – это довольно ленивое химическое вещество. Он мало с кем дружит, плохо вступает в химические реакции. Однако бор действует как катализатор для других питательных веществ растений. Другими словами, его присутствие заставляет все макроэлементы, очень важные для развития растения, азот, фосфор, калий, что называется, бегать быстрее или быстрее усваиваться. Как узнать, есть ли дефицит бора в почве на вашем огороде? Самый верный способ – сделать химический анализ почвы. Но не для всех это просто и доступно, поэтому давайте ориентироваться по некоторым признакам. Низкие концентрации бора в почве наблюдаются там, где мало органики, где грунт песчаный и при этом кислый, где достаточно влажно. Для чего нужен бор растению? Бор, как и святая троица азот, фосфор и калий, отвечает за высокую урожайность овощей, фруктов и зерновых культур. Конкретно бор отвечает за прочность клеточных стенок у растений, за деление клеток. Его недостаток или избыток приводит к замедлению обменных процессов. Если рассматривать влияние бора в процессе формирования урожая, то он ответственен за развитие цветов и плодов. Как проявляется недостаток бора? Бор увеличивает количество соцветий и их удержание на растении. Он отвечает за удлинение и прорастание пыльцевых трубок и также за развитие семян и плодов.
Если томаты испытывают дефицит бора, то первый признак – терминальный хлороз на молодых листьях. Стебли короткие и толстые, молодые листья деформируются, а точки роста отмирают. В фазе цветения растения при недостатке бора прорастание пыльцы плохое, завязь плохо оплодотворяется. Отток сахаров из листовых пластин в верхушку растения и в плоды тоже проходит плохо. Дефицит бора приводит к тому, что бутоны и цветы опадают, опыление проходит не полностью, плоды плохо или вовсе не завязываются и созревают неравномерно. Как следствие, мы получим урожай низкого качества и в малом количестве. Значит, как-то надо с этим бороться. Кроме бора, за отток питательных веществ из листьев в плоды также отвечает калий, поэтому обработку боросодержащими препаратами лучше сочетать с корневой подкормкой, калийными удобрениями. Как лучше всего делать обработку бором? Лучший способ – это фертигация. Внесение жидкого комплексного удобрения с бором одновременно с поливом или с орошением. Почему бор надо вносить в составе комплексного жидкого удобрения? Потому что требуемое количество бора довольно мизерное, нормы внесения бора очень низкие. Первое внесение бора для томатов для развития корневой системы. В этом случае лучший выбор – корневые подкормки боросодержащими удобрениями, так называемыми борными суперфосфатами. Во время цветения, о котором сейчас говорим мы, для лучшего завязывания плодов бор лучше предложить томатам в виде опрыскивания по листу. При опрыскивании растения откликаются на обработку почти мгновенно. Бор равномерно распределяется по растению, и при этом нормы внесения ниже, чем при корневой подкормке. Если ваши томаты начали цветение, самое время обработать листья водным хелатным раствором боросодержащего удобрения или водным раствором борной кислоты. Купите такое удобрение, внимательно прочтите инструкцию и проведите обработку по листу в первой половине дня, в несолнечный день, чтобы удобрение могло хорошо усвоиться растением. Если же вы решили использовать сухую борную кислоту, купите пакетик в ближайшей аптеке, обычно ее фасуют по 5 граммов, растворите 2-5 граммов в 10 литрах теплой воды и опрыскайте томаты по листу. Концентрация борной кислоты в водном растворе для обработки томатов по листу зависит от тяжести грунта и его кислотности. Если у вас песчаные или супесчаные грунты, кислоты нужно меньше, для более тяжелых суглинков больше. Но главное правило – с бором не переборщить, иначе результат будет совершенно не тот, который вы ожидали. Сколько обработок бором по листу надо сделать во время цветения помидоров, чтобы завязь была лучше? Обычно проводят 2-3 обработки по мере роста растения. Дело в том, что бор не циркулирует по стеблю и листьям, соки его не перемещают. Если вы побрызгали нижние листья, он там так и останется, а в молодых, отрастающих бора не будет. Поэтому следуйте правилу. Первая обработка бором по листу на стадии высаженной рассады. Вторая – по мере роста и образования первой кисти. Третья – момент образования и цветения третьей кисти томатов. Специалисты по агротехнике томатов рекомендуют делать такие листовые обработки, совмещая их с подкормкой растения микроэлементами и калийными удобрениями. Другими словами, приготовьте жидкое удобрение для томатов в хелатной форме, так называемый хелатин, содержащий все необходимые микроэлементы, в том числе и бор, и сделайте такую важную листовую обработку томатов для цветения и плодоношения. Уверена, помидорчики сразу образумятся, цветение будет более интенсивным, в каждом цветке завяжется маленький помидор или томат, рождение которого вы так долго ждали. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, еще кто-то именно сейчас хотел бы узнать, что делать, если плохо завязываются или совсем не завязываются помидоры в открытом грунте или в теплице, и как заставить их плодоносить, как увеличить урожай помидоров с куста. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!